Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Убийство Анастасии Мещеряковой. Резонансная расправа над четырехлетней девочкой. Анастасия Владимировна Мещерякова родилась 16 августа 2011 года в Орловской области, город Ливны. Роды были тяжелыми, ребенок провел в утробе матери в нехватке кислорода 14 часов, что отразилось на здоровье малышки. Девочка получила родовую травму, в результате которой ей был поставлен диагноз поражения центральной нервной системы. Врачи прогнозировали, что ребенок не сможет самостоятельно ходить. В 2012 году Анастасии был поставлен диагноз эпилепсия симптоматическая мультифокальная, задержка психомоторного развития, синдром двигательных нарушений по типу центрального тетрапореза. Родители девочки Екатерина Александровна и Владимир Анатольевич Мещеряковы – уроженцы Орловской области, приехавшие в Москву на заработки. Владимир в последние годы трудился программистом в Центр избиркоме, Екатерина – бухгалтером в частной компании. Родители вкладывали средства в лечение дочери, возили в Китай, а также планировали делать ей операцию в Германии. Через некоторое время в качестве няни в семье появилась узбечка Гюльчихра Бабакулова. Сиделку посоветовали знакомые. Женщина помогала ухаживать за их ребенком, и все было в порядке. До поры до времени и у мамы Анастасии вопросов к няне не было. О самой Гюльчихре известно, что она родом из Самарканда. Женщина была замужем не один раз. Первого мужа звали Радмир. Он ушел от нее в 2000 году. Официально развелись в 2002. От первого мужа Гюльчихра родила 3 сыновей. Старший сын Рахматилла Ашуров раньше жил в Москве и работал на рынке. В конце ноября 2015 года вернулся в Узбекистан. 29 февраля 2015 года был арестован в Самарканде. Средний сын учился в туристическом колледже. Мать воспитывала его 1,5 года. Далее он рос в семье сестры зятя отца. Младший сын жил с родителями Гюльчихры, учился в школе и готовился поступать в техникум. В Москве она познакомилась со своим вторым мужем, Сухробом Муминовым из Самарканда, который работал продавцом в строительном торговом центре «Синдика». По словам отца Гюльчихры, они поженились в Самарканде и прожили вместе чуть больше 2 лет. В какой-то момент Гюльчихра узнала, что он ей изменяет с русской женщиной, и они развелись. В марте 2014 года Гюльчихра познакомилась в Москве с Мамуром Джуракуловым. Позднее они заключили шариатский брак. В Узбекистане изначально Гюльчихра отправилась в Москву на заработки. Старшему сыну нужно было построить отдельный дом, чтобы он мог жениться и привести невесту в родовое гнездо. В российской столице Бабакулова сначала перебирала овощи и фрукты на базе, а потом стала нянчить детей. Как оказалось, Гюльчихра держала в тайне свой диагноз. Мещеряковы не знали всей подоплеки жизни няни. Странностей за сиделкой они не замечали, разве что когда Владимиру нужно было забрать свои гаджеты у Бабакуловой, которыми та пользовалась дома, женщина сильно нервничала. Но домашние считали, что зависимость няни от интернета сродни ребячеству. Только уже после случившегося, немного оправившись от удара, Мещеряковы проанализировали поведение Бабакуловой и предположили, что сиделка могла попасть под влияние своих виртуальных собеседников. Этот факт, а также то, что Гюльчихра призналась оперативникам о своих планах уехать к правоверным мусульманам в Сирию, легло в основу версии о связи няни с радикалами. До самого последнего дня Бабакулова была как член семьи Мещеряковых. Она сопровождала малышку на лечение в Китай, отличалась спокойным нравом. Всегда в спортивном костюме, никакого хиджаба. Сложно было даже представить, на что способна эта женщина. Моя доченька – настоящий борец, ведь каждый вдох и выдох для нее – это борьба со своей болезнью. Я сама учусь у Настеньки бороться, надеяться, не сдаваться и жить вопреки всему. За это время я поняла, что добрых и хороших людей на свете гораздо больше, чем злых. Я всю жизнь буду помнить их. Эти трогательные строчки написала мама малышки, появившейся на свет с врожденным недугом. Все эти годы родители боролись за свою дочь, изо всех сил, не жалея ни денег, ни эмоций. Но зло победило добро.
Утро 29 февраля в семье начиналось обычно. Родители спешили на работу, старший сын в школу, мальчик учится в кадетском корпусе. Из членов семьи дома оставалась только младшая дочка, как и вчера, и месяц, и год назад. В свои 4,5 года девочка не умела ходить и почти не говорила. Тяжелая травма, полученная при рождении, приковала ее к инвалидному креслу. Гюльчихра Бабакулова трудилась в этой семье уже 3 года. Приветливая, добрая, опрятная. Родителей не смущало, что таджичка всю жизнь прожила в Узбекистане, она родом из Самаркандской области, и плохо выговаривает многие русские слова. Анастасии в ее положении важны были не столько уроки родной речи, сколько внимание и любовь. А этого, как казалось, у Гюльчихры было с избытком. Патентом няни она не обзавелась, но миграционную карту старательно переоформляла. В то утро взрослые члены семьи попрощались с малышкой и ушли. Когда родители девочки вместе со старшим ребенком ушли из съемной трехкомнатной квартиры, няня, дождавшись, когда Настя уснет, задушила ее. Отрезала ей голову кухонным ножом, положила отрезанную голову и орудие убийства в пакет, переоделась во все черное, примерив на себя образ шахидки, затем подожгла квартиру с помощью лампадного масла и вышла на улицу. Отрезанную голову ребенка она несла в пакете. В 9:30 сигнал о пожаре поступил в Московское управление МЧС. Пожарные приехали на место в 9:38, и к 10:05 огонь был потушен. При разборе сгоревшей мебели огнеборцы увидели нечто кошмарное – обезглавленный труп ребенка. На место трагедии съехалось все руководство столичной полиции. Тем временем Бабакулова доехала на такси до южного вестибюля станции метро «Октябрьское поле», где, положив на землю молитвенный коврик и встав на него, начала молиться. После чего сотрудники полиции попросили у нее документы для проверки, но вместо документов Гюльчихра показала полицейским отрезанную голову ребенка и сказала, что она убила ее и сейчас взорвет себя. Также она назвала себя террористкой, сказала, что ненавидит демократию и кричала «Аллах Акбар». Тогда полицейские отбежали от нее и перекрыли один из выходов со станции. Из ближайших магазинов и торговых центров были эвакуированы посетители, а улицы вокруг станции были оцеплены полицией. Бабакулова была задержана в 12:40, спустя 40 минут после того, как полицейские спросили у нее документы. Позже действия сотрудников полиции подверглись критике со стороны президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова. По его словам, полицейские оцепили место происшествия, заблокировали вход в метро, отвели прохожих от места происшествия, но в течение 40 минут не задерживали Бабакулову, которая все это время размахивала детской головой и выкрикивала лозунги. Однако критика Гончарова не учитывала возможного наличия взрывчатки у женщины, ведь она угрожала самоподрывом, и возможной детонации взрывчатки в толпе прохожих в момент выстрела или попытки задержания. Также он говорил о полицейских, которые ничего не сделали и не замечали женщину с отрезанной головой, в то время как на видеозаписи камер наружного наблюдения видно, как сотрудники полиции блокируют вход в метро и отводят прохожих от места происшествия и возможного взрыва. В момент задержания также были ясно видны безлюдный вход в метро, где стояла потенциальная террористка, полицейский, поваливший ее на землю, и внезапно набегающие со всех сторон, в том числе и из станции метро, сотрудники полиции. Следовательно, они профессионально держали периметр, ограждая потенциальную террористку от прохожих и от станции метро. Проводилась эвакуация людей. Женщине не дали войти в метро и приблизиться к толпе. Полицейский, поваливший женщину на землю в тот момент, когда она встала и пошла к оцеплению, накрыл ее своим телом и, по словам того же Гончарова, заслуживает награды. Действия полицейского, накрывшего потенциальную террористку своим телом, находят как поддержку, так и критику. Руководство же московской полиции посчитало, что этот поступок заслуживает награды. Сотрудника пообещали поощрить. Полицейские отправили преступницу в ОМВД Щукино. В другое отделение района Хорошово-Мневники доставили родителей малышки. Жильцы сразу узнали, когда на место трагедии приехала Екатерина. Крик раздавленной горем матери слышали даже в машине скорой, во дворе. Почти сразу женщина потеряла сознание. Позже и ей, и ее мужу снова вызвали скорую. У несчастных людей случился нервный срыв. В связи с запросом следственных органов России МВД Узбекистана провело сбор оперативной информации, в рамках которого были опрошены родные Бабакуловой, в том числе
задержанный старший сын, обвинение которому не было предъявлено. Газета «Московский комсомолец» со ссылкой на следователей Узбекистана сообщила о том, что на допросе старший сын Рахматилла рассказал о влиянии на Бабакулову Мамура Джуракулова, который был задержан в Таджикистане. Именно после знакомства с Джуракуловым Гюльчихра заявила о желании уехать жить в Сирию, где в исламском государстве она будет беспрепятственно ходить в парандже, жить по законам шариата и учить законы ислама. Весь вечер Бабакулову допрашивали следователи. Также связались с близкой знакомой семьи. Ее рассказ может пролить свет на случившееся. Давно эта няня работала в семье М, более 3 лет. И ничего подозрительного за ней все это время не замечали? Нет, ничего, она производила впечатление доброй, скромной женщины. И главное, абсолютно адекватной. Что же могло случиться с адекватной женщиной? Месяц назад она ездила к себе на родину, в Узбекистан, менять паспорт. Думаю, вот там вот нужно искать следы того, что сейчас произошло. Но опять же, после ее возвращения никаких изменений с ней не происходило. Ничего подозрительного, странного. Вернулась и продолжила свою работу. И совсем никаких звоночков? Никаких, в том-то и дело. Поверьте, если бы что-то пошло не так, Катя бы этого момента не пропустила. Может, няню напичкали транквилизаторами? Катя проницательный человек, она бы заметила такие вещи. Екатерина ей доверяла? Полностью доверяла. Больше скажу, она считала Гюльчихру членом семьи. Звали ее все просто Гуля. Няня жила вместе с членами семьи? Да, они жили в одной квартире, поэтому Катя с Владимиром и сняли просторную трешку, чтобы всем хватило места. Выходит, эта няня воспитывала дочку с рождения. Почти с рождения, но о воспитании речь не идет. Воспитанием занималась сама Катя. Поймите, ребенок был серьезно болен, Катя одна просто не справлялась. Но она не оставляла дочь полностью на няню. Гуля лишь помогала по хозяйству, сидела с девочкой. Но Екатерина ведь работала. Выходит, ее дочка весь день проводила с няней. У Кати ненормированный рабочий день, поэтому няня 1 на 1 с ребенком оставалась совсем недолго. Вы связывались с Екатериной и Владимиром? Как они себя чувствуют? Их состояние не описать словами, это страшное горе для их семьи. Кате очень плохо. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы она пришла в себя. Откуда они взяли эту няню? По рекомендациям. Гуля ведь давно в Москве. Раньше работала тоже няней, только в другой семье. Видимо, там выросли дети, и за ненадобностью женщина перешла в другие руки. Рекомендации у Гули были самые лучшие. Вы что думаете, Катя бы доверила ребенка левым людям? Она проверила эту женщину по всем пунктам. Почему Катя не взяла русскую няню? Почему этот момент удивляет? Сейчас у многих известных людей няни таджички или узбечки. Они очень хорошо следят, ухаживают за детьми. Просто потому, что больше ничего не умеют делать. Но следят лучше русской. Это вам в любом агентстве по подбору персонала подтвердят. Не случайно именно эти женщины сейчас на расхват. Поэтому все произошедшее не укладывается у нас в голове. И у родителей погибшей девочки нет ответа, почему Гуля так поступила. Как можно было жить с ребенком, а потом сжечь дом и убить малыша, и после выйти на улицу и кричать «Я террористка». У этой няни есть свои дети? Да, 3 на родине, в Узбекистане. Там нет работы, поэтому Гуля здесь подрабатывала, высылала им деньги. Няня всегда носила хиджаб, темные длинные юбки. Дома она ходила в халате или спортивном костюме. В обычной жизни тоже носила светскую одежду. Многие знакомые семьи удивились, когда увидели кадры около метро. Откуда Гуля вообще взяла эти тряпки? Большинство наших знакомых никогда не видели на ней даже платок. Хотя близкие Кати и Вовы говорили, что была у нее эта одежда. В шкафу, правда, лежала. Редко она все это надевала. Задержанная была верующая? Говорят, да, молилась, но тихонечко, не на показ. Няня любила девочку или относилась к ребенку как к воспитаннице, не более того. Нам всем казалось, что Настю она любила, как родную. И девочка к ней была привязана. Сколько ей платили за работу? Без комментариев. Могу одно сказать, это была очень приличная сумма. У пары есть еще сын-подросток. Ему рассказали о трагедии? Да, сразу рассказали. Сейчас он в шоке от случившегося. В школу пока ходить не будет. Его решили отправить к родственникам. Квартира ведь сгорела. Съемная квартира? Да, съемная, но Катя с Вовой там сделали шикарный евроремонт. Рассчитывали жить там долго, теперь они уже вряд ли вернутся в этот дом. 2 марта 2016 года судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко постановила арестовать Бабакулову на 2 месяца. Перед судебным заседанием Гюльчихра рассказала, что убила девочку потому, что ей приказал Аллах. Позже на допросе заявила, что сделала это, чтобы отомстить Путину за бомбардировки в Сирии. 4 марта 2016 года Бабакуловой официально предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ
убийство малолетнего. Бабакуловой в течение месяца предстояло пройти психиатрическую экспертизу в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Отмечалось, что в случае доказательства факта вменяемого состояния Бабакуловой во время совершения преступления и выявления ее вербовщиков, дело могло быть переквалифицировано по статье 205 УК РФ как теракт. 10 марта 2016 года Бабакулова была переведена на 30 дней в стационарное отделение психиатрической больницы при СИЗО «Бутырка». 27 апреля 2016 года была завершена психиатрическая экспертиза Бабакуловой, проводившаяся в НИИ имени Сербского, и ее результаты не были обнародованы под предлогом защиты тайны следствия и врачебной тайны. После завершения экспертизы Бабакулову вернули в психиатрическую больницу при СИЗО. По сообщению Интерфакса, женщина не предстанет перед судом, так как признана невменяемой и нуждается в принудительном лечении. По данным следствия, материальный ущерб, причиненный Гульчихрой Бабакуловой, оценивается в 6,5 миллионов рублей. 25 мая 2016 года в Пресненском районном суде Москвы состоялось судебное заседание, по итогам которого судья Найденов продлил срок содержания под стражей Бабакуловой до 29 июля 2016 года. Затем арест был продлен до 29 октября 2016 года. Судебный процесс над Гульчихрой Бабакуловой прошел 24 октября 2016 года в Хорошевском районном суде Москвы. Психолого-психиатрическая экспертиза Бабакуловой, проведенная в ходе предварительного расследования, дала заключение о том, что у Бабакуловой по статьям «Убийство малолетнего», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и «Заведомо ложное сообщение о взрыве». На основании заключения, сделанного в рамках психолого-психиатрической экспертизы, прокурор ходатайствовал перед судом о назначении Бабакуловой принудительных мер медицинского характера. Судья Хорошевского районного суда Москвы Виктория Котенева признала Гульчихру Бабакулову виновной в убийстве, умышленном уничтожении имущества и заведомо ложном сообщении о террористическом акте, освободила ее от уголовной ответственности на основании экспертизы, установившей наличие у Бабакуловой психического расстройства, и отправила Бабакулову на принудительное лечение. Гособвинитель и адвокат Бабакуловой не возражали против этого. Гражданский иск Мещеряковых, заявленный к Бабакуловой в рамках уголовного дела, 24 ноября 2016 года был отклонен судьей по процессуальным основаниям, поскольку Бабакулова была освобождена от уголовной ответственности на основании экспертизы, установившей, что Бабакулова совершила преступление в состоянии невменяемости. Гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела в суде не подлежал рассмотрению в соответствии с УПК РФ. Известный российский врач-психиатр Федор Кондратьев, проводивший в свое время экспертизу в отношении Андрея Чикатило, комментируя дело Бабакуловой уже после вынесения приговора, согласился с выводом о невменяемости подсудимой. «Судя по всему, у нее действительно шизофрения», — отметил Кондратьев. Однако высказывалась и критика заключения врачей о невменяемости Бабакуловой. Так, адвокат Людмила Айвар отметила, что в последнее время невменяемыми признаются многие исполнители жестоких убийств. Она адекватно спланировала преступление, дождалась, когда родители уйдут из дома, пыталась скрыть следы преступления, а затем пошла на улицу, чтобы во всеуслышание заявить о своих мотивах, говорила Людмила Айвар. Также выводы экспертов раскритиковал историк-славист Вадим Трухачев, старший преподаватель РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам. Это просто скотство. Скотство и добавить здесь нечего. Просто освободили от заслуженного наказания лишь по той причине, что няня-убийца когда-то лечилась у себя в Узбекистане от шизофрении. Но прошу прощения, факт поставленного некогда психиатрического диагноза не означает автоматически полной амнистии от наказания за свои действия. В судебной практике смотрят на состояние преступника с диагнозом на момент совершения им преступления. Если, скажем, больной убийца признает, что осознавал, что убил с особой жестокостью человека, а потом расчленил его, то по суду он признается вменяемым и несет наказание по всей строгости закона. Освобождение от уголовной ответственности с последующей отправкой на принудительное лечение следует лишь в том случае, если психбольной маньяк в течение всех следственных действий говорит, что не убивал человека, а беседовал с ним, и жертвой был не человек, а инопланетянин. Гюльчихра Бабакулова может и страдает шизофренией, но совершение зверского убийства ребенка-инвалида за собой признает. Она даже обосновала свое зверство, дескать, хотела отомстить Путину за спецоперацию в Сирии. Точно так же оправдывают свои преступления все джихадисты. Возле станции метро «Октябрьское поле», где Бабакулова размахивала маленькой головой, приносили цветы и зажигали свечи в память об убитой малышке.
В первый день неравнодушными, в том числе земляками, убийцей и мусульманскими общинами, были собраны более 4 миллионов рублей семье погибшей малышки. Сложно представить, что пережили Мещерякова. Екатерина, когда узнала о смерти дочки, потеряла сознание. Несчастным родителям неоднократно вызывали скорую помощь. У обоих были нервные срывы. Девочку похоронили в Ливнах. Родственники, на которых лица не было от горя, неохотно общались с журналистами. И их можно понять. Спустя всего лишь 5 лет в столичном управлении по вопросам миграции сообщили о том, что Бабакулову после освобождения из психиатрической клиники должны доставить в миграционный пункт, а затем в кратчайшие сроки по постановлению суда выслать в Узбекистан. Как и в случае с другими известными преступниками, существует вероятность, что какие-нибудь небрезгливые деятели медиабизнеса попытаются привлечь ее для участия в публичных шоу. Однако из миграционного пункта ее совершенно точно не выпустят, так что эта опасность остается виртуальной. Как ни странно это звучит, по российскому закону ни обвиненная в теракте, ни осужденная за убийство Бабакулова сохраняет право повторного приезда в нашу страну и даже при выполнении формальностей получения российского гражданства. Фактически Россия дала преступнице второй шанс. Стало известно о том, что Екатерина Мещерякова обратилась в прокуратуру. Журналисты сообщают о том, что женщина просит правоохранительные органы пересмотреть решение по делу уроженки Узбекистана, а также требует сообщить ей о местоположении убийцы. Мне отказано в праве получать информацию об Абакуловой, об исполнении приговора. При этом ее ведь могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бабакулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью, говорится в заявлении Мещеряковой. Невозможно представить всю эту жуткую картину и итог – никакой уголовной ответственности. Женщина зверски, чудовищно убила маленькую девочку, отрезала ей голову, размахивала на улице, но все это осталось безнаказанно. Как вы считаете, справедливо ли это? Действительно ли нужно освобождать от ответственности тех, кто психически болен, даже если это спланированное обезглавливание ребенка? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.